Ну да, это я. Умираю каждый раз, как заспавнюсь. Как же я докатился до жизни такой? Что ж, сейчас я вам расскажу. Также вы узнаете, как я опять поселился в горе, как я придумал и отменил себе челлендж, как я впервые в жизни провалил рейд и как я добрался до границы мира Майнкрафта. Всем мир! Меня зовут Ивмир, и это выживание на сервере Lumix. Первая серия. Приятного просмотра! Сразу уточню, некоторые моменты из моего выживания могут не попасть в видео, ибо пока я его снимал, то мой компьютер тупил и вылетал в синий экран, поэтому многое могло не сохраниться. В любом случае, я зашел на сервер, на самом деле я даже сам не понял когда, ибо кинематографичного открытия, как на Mainsword, у нас не было. Когда я зашел, игроки были, но их было мало. Короче, неопределенная ситуация. Так или иначе, я побегал по миру, нашел деревню, она оказалась заприваченной, я несколько раз умер от мобов, нашел гору, заприватил ее, умер от мобов, кое-как снова нашел эту же гору и поселился в ней. Похожий трюк я проворачивал при первом перезапуске Mainsword, и тут все просто. Находишь гору, выкапываешь себе пещеру, ставишь туда необходимую мебель, окна, отделку под дерево, и вот дом готов. На самом деле, у меня по строительству этого дома есть много записанного материала, но в ролик он не попадет, иначе бы ролик растянулся на несколько часов. Итак, я объединил две горные вершины в одну, попутно спилив одну из них чуть ли не напильником, третью вершину я снес почти до основания, и теперь здесь вход в шахту. Здесь будет мост, о чем поговорим позже, здесь кровать, верстак и печка. Здесь сундуки и много свободного места. Возможно, я перенесу кровать именно сюда. Внизу огород и портал. Портал хоть и активирован, но по какой-то причине не работает. Изначально я хотел жить максимально в одиночестве, насколько это возможно. Дело в том, что на Mainsword я жил с игроком по имени Ярик. Он давал мне ресурсы в крайне огромном количестве, добытые в кратчайшие сроки, из-за чего терялся смысл играть в Майнкрафт, ибо зачем играть, если все есть? Я устроил для себя челлендж, назвал его «Путь одиночки», даже превью подготовил для этого. Суть челленджа — как можно меньше контактировать с другими игроками. Однако, как только игроки узнали об этом, то сразу попытались мне помешать, либо наоборот помочь. Кто-то дал мне еды, а кто-то построил на моей горе ловушку, в которую я попался. Переломным моментом стала атака гриферов. Они сожгли часть дома, а я напомню, что он почти полностью деревянный. Сломали сундуки и подвергли опасности моих собак. Да, я превратил двух собак, и потом у них родился щенок. В любом случае, дом восстановили, ресурсы вернули, но осадок остался. Благо, админ забанил гриферов, также справедливость восторжествовала, но от челленджа я отказался. Плюс, к тому же, со мной захотел поселиться тот самый Ярик, но об этом поговорим уже в следующем видео. Тут мне нечего сказать, ибо записывал я мало. Из интересного нашел полстака алмазов, потратил их на броню и инструменты. Нашел золото, железо, медь, уголь и редстоун. Из редстоуна сделал компас, а из меди подзорную трубу. Нашел аксолотля. Поймал его в ведро, чтобы отнести домой, но умер и не отнес. Эта длинная деревянная штуковина рядом с моим домом — мост. И да, я его так и не достроил. Изначально это вообще был балкон, потом это был пирс, а теперь это мост, который будет соединять два берега, пока еще безымянной реки. Мост я решил назвать «Деревянные ворота», по аналогии с мостом «Золотые ворота», что в Сан-Франциско. Другим моим проектом стал пролив Ла-Блок, названный в честь пролива Ла-Манш. Он превращает мой полуостров в полноценный остров, что не только является отсылкой на первый сезон Mainsword, но и улучшает судоходство, помогая быстрее выйти в открытый океан. Копал я этот пролив долго и эпично. По пути несколько раз умер, но оно того стоило. Радует, что в Майнкрафте на лодке можно хоть по суше передвигаться, поэтому пролив я не стал делать глубоким. А на этой слегка устаревшей карте вы видите план работ. Я планирую построить мост через свой пролив, а также мост с моего острова до спавна. На черной участке карты не обращайте внимания, она в этих местах еще тогда не прогрузилась.
Так уж получилось, что мир на сервере ограничен барьером, который расширяется со временем. Похожая особенность была и на Майншилде, но там барьер был слегка необычным, если вы понимаете, о чем я. На Люмиксе же барьер был обычный, и я добрался до него. Собственно, вот он я, вот барьер. Было все это дело в одном из первых дней игры на сервере, и в какой-то момент границы мира расширили. Я решил добраться до них, поэтому я сел на лодку и поплыл. По пути я остановился в прибрежной деревне и поторговался с местными жителями. Однако, не все так просто, как кажется. Незадолго до этого я убил в лесу несколько разбойников, и у одного из них оказалось зелье, позволяющее мне устроить рейд на деревню. Я выпил зелье, и рейд начался. Разбойники нападали и нападали, но я защищал деревню, и в этом мне помогали големы, а я помогал им, чиня их. Но в какой-то момент силы оказались неравны. Я стал чаще умирать. У меня закончилось железо, которым я чинил големов, и они тоже умерли. Потом разбойники добрались до жителей, и рейд был провален. Вот этого мало. Я почувствовал себя доктором Стрэнджем из одноименного фильма. Я умирал, возрождался, и почти сразу опять умирал. Но в отличие от Стрэнджа, я не успевал даже сказать фразу «дарма я пришел договориться». В какой-то момент мне удалось не умереть. Я начал собирать вещи, чтобы свалить из захваченной разбойниками деревни. Но тут меня вместе с другими игроками телепортировали на спаун. Отлично, замечательно. Трактор вот такой, капец. Ну, на спавне мы сфотографировались на превью, после чего мне админ вернул часть вещей и отпустил домой. А вот такая история получилась. Если понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Эвмир. Всем счастья, здоровья и пока. До скорых, надеюсь, встреч.